Приветствуем всех! Сегодня у нас очень интересная тема для разговора — чешская нимфа. Это ж, по сути, не просто приманка, верно? А что-то большее. Здравствуйте. Да, вы правы. Это целая философия, можно сказать, целый подход к ловле. Мы тут опираемся на статью «Чешская нимфа. От истоков до легенды рыбалки». И вот задача понять, как такая, с виду простая имитация стала настолько известной, и как она, скажем так, мигрировала из нахлыста в другие виды ловли. Вот это, по-моему, самое любопытное. Да, история действительно захватывающая. Давайте тогда с самого начала. В статье говорится, что все началось как-то спонтанно. На соревнованиях в Польше год вроде 1984. Совершенно верно, это было на реке Дунаец. Там польская команда, у них не было дорогих, знаете, навороченных снастей. И они ловили на 2 тяжелые мушки. Ну из чего? Из простого заячьего меха. Просто из меха. Да, и ключевой фигурой там был Юзеф Еленский. Он показал очень специфическую технику ловли на коротком шнуре, почти без провисния. А фишка в чем? А фишка простая, как бы физика чистая. Тяжелая мушка, она быстро тонет и идет прямо у самого дна. Вот и все. Так, подождите. Если придумали поляки, почему же тогда нимфа стала чешской? Вот тут не очень понятно. Что чехи-то сделали? Вот это отличный вопрос. Смотрите, чешские спортсмены эту идею подхватили, но они ее не просто взяли, они ее, скажем так, систематизировали, доработали, отточили саму технику проводки. То есть довели до ума, можно сказать. Ну да, их успехи на чемпионатах мира, они же выиграли в 90-м, потом в 94-м, 96-м, они были настолько, впечатляющими, что именно за этим стилем ловли закрепилось название «чешская нимфа», хотя это, конечно, часть более широкого понятия европейского нимфинга или евронимфинга, как сейчас говорят. Ясно. А вот сама мушка, она как-то менялась? Вы упомянули заячий мех, а в статье еще про поролон и конский волос написано. О да, поначалу вязали действительно из чего придется. Поролон, конский волос, можете себе представить. Но со временем, конечно, пришли к такому, классическому облику. Это какому? Это тонкое, обязательно изогнутое тело. Оно очень хорошо имитирует личинок ручейника, типа хайдропсайки или бокоплавов. Для этого и крючки специальные берут скут или кэдис. Их форма как раз помогает вот этот естественный изгиб передать. А утяжеление? Сначала свинец. Да, сначала использовали свинец, а потом появился вольфрам. Он же компактнее при том же весе, тяжелее свинца. Тонет быстрее, то, что нужно. Значит, в нахлысте вся идея — это провести вот эту имитацию у самого дна, там, где рыба, собственно, и ищет корм. Именно так. Используется техника ловли в натяжку. Это значит длинный подлесок, шнура на воде самый минимум, а удилище держится высоко. Зачем так высоко? А это позволяет, во-первых, лучше чувствовать дно, а во-вторых, регистрировать самые-самые осторожные поклевки. Хариус, форель, голавль, они ж там, у дна. Особенно хорошо это работает на реках с быстрым течением. Но вот эта ловля в натяжку. Звучит так, будто нужна постоянная концентрация. Это, наверное, не для расслабленной рыбалки. Требует навыка. Вы правы, конечно. Техника требует внимания, определенной сноровки, это правда. Но зато сама мушка, она довольно универсальная штука. В каком смысле? Смотрите, меняете цвет даббинга, это вот этот ворсистый материал для тела мушки, и вы уже имитируете другое насекомое. Поэтому она популярна и у мастеров, и у тех, кто только-только начинает осваивать нимфинг. И вот здесь для меня лично самое поразительное начинается. Как эта идея ловли у дна смогла перешагнуть в спиннинг? Вот как это технически возможно? Без нахлыстового-то шнура, который помогает все это контролировать. Да, это действительно очень интересный поворот. Появилось целое направление спиннинговый нимфинг. Берут ультралайтовые спиннинги, то есть самые легкие снасти, для сверхлегких приманок. И проводят нимфу или что-то похожее на нее мормышку, микроджиг, просто дрейфом по течению. Очень похоже на то, как это делают в нахлысте. А какие-то специальные оснастки под это дело нужны? Или просто нимфу на леску? Нет, есть несколько подходов. Очень популярна, например, оснастка с берулино. Ее еще бомбардой называют. Это такой специальный поплавок, часто прозрачный и довольно тяжелый сам по себе. Чтоб забросить можно было. Вот именно, он помогает забросить вот эту невесомую нимфу на приличное расстояние, метров на 20, даже 30 бывает. К нему крепится длинный поводок, 1,5–2 метра, и на конце уже мушка. Идеально подходит для ловли осторожной рыбы, того же головля или жереха. Поклевки там очень деликатные и едва заметные.
Но не усложняет ли вот такая оснастка, как спирулина? Изначальную идею, она же вроде в простоте была. Ну, в какой-то мере, может, и усложняет, согласна. Но, с другой стороны, это позволяет использовать сам принцип нимфинга там, где нахлыстом ловить, ну, просто неудобно или вообще невозможно. Есть и другой путь, попроще – микроджиг. Это как? А просто берут обычные нахлыстовые нимфы и надевают их на вольфрамовые мормышки или маленькие джиг-головки. И все, так ловят самую разную рыбу, и белую, и хищника мелкого. Концепция нимфы, в общем, прочно вошла и в спиннинговый мормышинг. Поразительно. Но ведь она проникла даже дальше под лед. Зимняя рыбалка тоже? Точно подмечено, да. Многие популярные зимние безнасадочные мормышки, ну, те же чертики, уралки, козы, это ведь, по сути, те же имитации донных личинок, то есть нимфы. И там тоже вольфрам. Конечно. Вольфрам, чтобы быстро погружались, плюс всякий декор, бисер, кембрики для имитации ножек, сегментов тела. Принцип абсолютно тот же. В статье еще упоминался такой прием, как паровоз. Что это такое? А, да, есть такой интересный монтаж. Легкая нимфа привязывается на коротком поводке чуть выше основной, более тяжелой мормышки. Когда вы играете нижней мормышкой, верхняя нимфа начинает так привлекательно, ну, как бы дышать в воде. Тоже работает. И даже зимний нахлыст, евронимфинг, на незамерзающих реках существует, пишут. Да, и это тоже реальность, вполне себе рабочий метод. Слушайте, а вот самому связать такую нимфу, это очень сложно для обычного рыболова. На самом деле базовую чешскую нимфу связать не так уж и трудно. Нужен, как я говорила, изогнутый крючок, даббинг для тела, какая-нибудь пленка для спинки, тонкая проволока для сегментации, ну и утяжеление вольфрам или свинец. Часто еще добавляют так называемую горячую точку. Это что такое? Это просто яркий элемент, оранжевый, розовый, шартрез где-нибудь у головки мушки. Считается, что это дополнительно привлекает внимание рыбы. Что ж, картина вырисовывается. Получается, чешская нимфа — это действительно не просто мушка какая-то конкретная. Это целая стратегия ловли у дна. И самое, пожалуй, впечатляющее — ее невероятная универсальность. Способность адаптироваться и к нахлысту, и к спиннингу, и даже к зимней рыбалке. Абсолютно так. Это, знаете, прекрасный пример того, как простая, но очень эффективная идея, которая родилась из наблюдений за природой, ну, из спортивной смекалки, конечно, может выйти далеко за рамки своей первоначальной области и обогатить совершенно другие методы ловли. Везде, где есть течение и донная рыба, эта концепция, этот подход может сработать. И вот, знаете, какая мысль приходит в голову под конец нашего разбора? Если вот эта идея имитации донных личинок и проводки дрейфом так удачно, так успешно перекочевала из одной рыболовной дисциплины в другие, то какие еще принципы или техники из одного вида рыбалки могут скрыть в себе такой же потенциал? Потенциал для подобной миграции. Может быть, где-то рядом на стыке разных стилей уже зреет следующая маленькая, а может и не маленькая рыболовная революция. Как думаете?